Добрый день, приветствую вас на своем канале по изучению основ работы Primavera P6. В данном видео я расскажу о фильтрах. Приступим. Запускаем Primavera, открываем проект, созданный в предыдущем видео. Я немного откорректирую плановые длительности работ, нам это понадобится дальше. При запуске чужого макета в операции можно сразу определить, используются ли в этом макете какие-либо фильтры. Они показаны рядом с макетом. В ресурсах ESR такого, к сожалению, уже нет. Диалоговое окно с фильтрами можно вызвать несколькими способами. Первый. Нажав правой кнопкой в таблице представления и выбрав в выпадающем списке фильтр. Второй способ – это вверху на панельке икон с быстрым доступом нажать значок фильтры, как я уже делал ранее. Третий способ – нажать на макет и выбрать выпадающее меню фильтр. Это все способы, которые я знаю. Если вы знаете еще способы вызова диалогового окна с фильтрами, то напишите, пожалуйста, комментарий. Я обычно выбираю иконку со значком «Фильтр» на панели иконы с быстрым доступом. Нажимаем на данную иконку и попадаем в диалоговое окно фильтра. В диалоговом окне видим фильтры уже предустановленные, которые можно редактировать, нажав кнопку «Изменить». Посмотрим параметры диалогового окна. Итак, если у вас не применен ни один из фильтров, то у вас будет стоять галочка напротив всей операции. Если вы используете несколько фильтров, то с помощью настройки «Все выбранные фильтры» будут выделяться только те операции, которые соответствуют всем критериям выбранных фильтров. Как видите, наши операции не соответствуют выбранным фильтрам. Если уберем фильтр на вехе, то покажутся операции по длинному пути. А если вы выберете любые из выбранных фильтров, то будут выбираться те операции, которые соответствуют критериям каждой из фильтров, как будто вы выбираете логическое «или». Внизу, выбрав «Заменить операции текущего макета», как вы уже видели, остаются только операции, соответствующие фильтрам. А если выбрать «Выделить операции макета, удовлетворяющие критерии», то в данном макете будет выделяться синим цветом операции, соответствующие вашим критериям. Рассмотрим создание фильтров. Снимем все галочки с фильтров и нажимаем «Применить». Нажимаем кнопку «Создать» и попадаем в диалоговое окно фильтра. Вверху можем присвоить имя фильтру для более удобного поиска или использования. Один из главных параметров фильтра – это «Все и следующее» и «Любое и следующее». Покажу оба этих параметра при одинаковых условиях. Оставляем «Все и следующее», нажимаем рядом с «Где». В выпадающем списке выбираем поле «Длительность плана». В этом выпадающем списке можно пользоваться быстрым поиском, просто начав вводить на клавиатуре нужное вам название. В колонке соответствия выбираем логическое значение меньше чем. В колонке значения ставим цифру 5. Колонка верхней границы выбирается, если в колонке соответствия выбрать в диапазоне. Вернем меньше чем. Также обращу внимание, что для разных значений колонки параметры будут разные параметры на колонке соответствия. Нажимаем ОК и «Применить» и видим, что остались только те операции, которые длительность меньше 5 дней. Нажимаем «Изменить фильтр» и добавляем еще одно условие. Как видно, появилось логическое выражение «и». Выберем в столбце параметры, идентификатор операции. Как видим, в колонке соответствия уже другие параметры. Выберем «Содержит» и введем значение 34. Нажимаем ОК и «Применить». И у нас только одна операция соответствует двум этим критериям. Уберем галочку напротив нашего фильтра и нажимаем «Применить». Теперь у нас показаны все операции. Далее снова редактируем данный фильтр. Только теперь во второй строчке ставим 31 вместо 34. И вместо «Все и следующего» выбираем любое из следующего и нажимаем ОК и «Применить». Как видим, теперь показывается работа с длительностью менее 5 дней и одна работа А1031 с длительностью 25 дней, содержащая в идентификаторе значение 31.
Меняя местами параметры фильтрации, стрелочка вверх и вниз будет изменяться последовательность фильтрации. Вначале будет выполняться верхний фильтр, а уже потом подобранных им данных будут применяться последующие. Также нажав дважды клавишу «Добавить» и стрелочку вправо, можно в фильтр добавить еще один уровень фильтрации, где также можно выбирать все и следующее или любое из следующего. И так можно создать сложный фильтр, но это уже оставлю для вашей фантазии. Подобная фильтрация применяется в ресурсах, где также есть все и следующее и любое из следующего. Только в параметрах ниже тоже можно выбирать все или любое из следующего. Во вкладке ECR уже фильтрация не активна. На этом тему о фильтрах закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если будут вопросы, то задавайте их в комментариях. До новых встреч, спасибо за внимание.